Привет, друзья! Подошло время обеденного выпуска главных событий Германии и Европы. И начну с Германии. Здесь неожиданно усилился интерес граждан к наличным деньгам. Все больше семей отказываются от цифровых платежей, карточек, безналичных, депозитов и предпочитают хранить средства дома. Тенденция быстро растет и вызывает много вопросов. В то же время во Франции готовят новую программу для молодежи. Президент Эммануэль Макрон планирует представить новый формат службы, который станет одной из ключевых тем этой недели. В Германии тем временем обсуждают решение властей Бремена отложить запуск налога на одноразовую упаковку. Мера должна была заработать раньше, но правила пересматривают, почему власти пошли на такой шаг и как это повлияет на бизнес Германии. А также сегодня в центре внимания и автомобильная отрасль. Один из поставщиков сообщает о технических перебоях, и производители обращают на это внимание накануне начала года. Одновременно немецкие экологи поднимают отдельную проблему. Существующий запрет на пластиковые пакеты оказался недостаточным. Обсуждается ужесточение норм. В технологическом секторе новое громкое решение крупной компании, которая планирует значительное сокращение штата сотрудников на фоне автоматизации процессов. А на мировом рынке смартфонов аналитики фиксируют заметные изменения в структуре продаж на следующий год. Про все эти последние события часа коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, в Германии набирает силу новый тренд. Люди запасаются наличными. Все больше семей предпочитают держать деньги под рукой, а не на банковских счетах. По оценкам, немецкие дома хранят рекордную сумму, почти 400 миллиардов евро наличными. Почему так происходит? Многие боятся кризисов, инфляции и падения банковской стабильности. Для них наличные – это экономическая такая подушка безопасности, гарантия, что важные деньги всегда доступны, даже если сбойнут карты, банки или системы оплаты. Кроме того, некоторые граждане уже разочаровались в цифровых платежах. Они считают, что наличные дают больше контроля над своим бюджетом, помогают планировать расходы и сохранять независимость. Что же это значит? С одной стороны, люди чувствуют себя спокойнее, защищеннее, с другой, это высокий спрос на наличные свидетельствует о глубоком недоверии к экономике, к инфляции и к банкам. Это сигнал, что обществу нужна стабильность, и люди стремятся ее обеспечить сами без доверия к системе. Следующая новость показывает, как меняется ситуация в Европе. Во Франции президент Эммануэль Макрон вслед за Германией планирует представить обновленный формат национальной службы, который будет добровольным. Это часть новой программы, которую французские власти представят уже на этой неделе. По замыслу, молодые люди и мужчины, и женщины получат возможность пройти 10-месячную службу, получая за это зарплату. Это обеспечит подготовку новых участников программы и укрепит общую систему национальной безопасности. Инициатива связана с обсуждениями вопросов безопасности и международной неопределенности. Французское руководство считает, что текущее время требует обновления национальных структур и подготовки молодежи к служебным навыкам. Для добровольцев служба может стать шансом. Это стабильный, во-первых, доход, служба родине и новые навыки. А для Франции это укрепление оборонного потенциала и резерв, на который можно опереться, если ситуация ухудшится. Следующая новость связана с обсуждением, как экологический курс властей давит на бизнес. В Бремени власти неожиданно отложили запуск нового налога на одноразовую упаковку. Эта мера должна была вступить, напомню, в силу в начале 2026 года, но Сенат города указал, что бизнесу требуется больше времени для адаптации. Особенно жалуются небольшие кафе и закусочные. Для них переход на многоразовую посуду означает дополнительные расходы и новые правила, которым нужно время. Чтобы не ударить по малому бизнесу, Бремен переносит запуск налога и одновременно объявляет о финансовой поддержке. Город сейчас выделил 250 тысяч евро, чтобы кафе и рестораны могли купить многоразовые контейнеры и посудомоечное оборудование. Власти подчеркивают, цель – это уменьшить мусор на улицах и сократить использование пластика, но сделать это так, чтобы предпринимателей не загонять в угол. Теперь город и бизнес готовят обновленный план, после доработки правила все равно будут введены, но позже, когда инфраструктура и предприятия будут готовы к этому. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. Автомобильная промышленность Германии снова сталкивается с серьезными трудностями. Ассоциация автопроизводителей предупреждает,
Дефицит микрочипов еще не завершен, и в начале следующего года возможны новые перебои на заводах Германии. Причина – это сбои у поставщиков Nexperia, из-за которых уже пришлось сократить производство на отдельных линиях. Если ситуация не изменится, автозаводы могут временно откорректировать графики сборки, что отразится соответственно на рынке, рабочих процессах и сроках поставки автомобилей. Последствия простоя включают финансовые издержки и возможный рост стоимости автомобилей для покупателей, нас с вами. Эксперты Ассоциации автопроизводителей отмечают, выход только один – срочно диверсифицировать поставки чипов, увеличить запасы и получить поддержку от государства. В противном случае Германия может столкнуться с продолжительными сложностями в ключевом секторе экономики. И это только начало. Экологи в Германии выражают обеспокоенность. Несмотря на запрет тонких пластиковых пакетов, вопрос с пластиком остается открытым. В 2025 году, спустя 5 лет после старта закона, защитники природы требуют ужесточить правила. Сейчас, по их мнению, запрет слишком мягкий, и магазины, супермаркеты продолжают раздавать пакеты, которые формально соответствуют нормам, но фактически остаются одноразовыми. Сейчас, напомню, запрещены пакеты из пластика толщиной от 15 до 50 микрометров. Однако многие торговцы просто используют чуть более толстые пакеты и таким образом обходят запрет. Эти пакеты, как вы понимаете, быстро изнашиваются, применяются 1-2 раза и затем выбрасываются. Такая особенность вызывает активную критику у экологов. Экологическая организация предлагает запретить пакеты толщиной, внимание, до 100 микрон. Только так, по их мнению, можно добиться, чтобы пакет был прочный, долговечный и пригодный для многократного использования. Проблема важна не только для самой природы, это вопрос чистоты даже улиц, охраны природы и будущего переработки отходов. Если пакеты останутся одноразовыми, как сейчас, они продолжат загрязнять почву, реки и моря, создавая долгосрочную экологическую нагрузку. А дальше еще интереснее, компания Hewlett-Packard готовит значительную оптимизацию штата. Внимание, до 6 тысяч сотрудников могут завершить работу в компании в связи с активным внедрением искусственного интеллекта и автоматизации. Решение уже вызвало тревогу среди экспертов и профсоюзов, которые обращают внимание на возможные последствия для рынка труда. Hewlett-Packard объясняет, что автоматизация позволит компании ускорить процессы разработки, поддержки клиентов и внутренних операций, а также сэкономить миллиарды долларов. Но для тысяч инженеров, как вы понимаете, разработчиков и сотрудников служб поддержки, это серьезные изменения. Многие могут столкнуться с завершением трудовых контрактов в ближайшие годы. Эксперты отмечают, что пример Hewlett-Packard в Германии показывает, как быстро технологии и искусственный интеллект меняют структуру занятости в крупных компаниях. И еще одна неожиданная новость на сегодня. На мировом рынке смартфонов формируется значительная перемена. Компания Apple готова сместить с вершины Samsung и вернуть себе титул лидера. По прогнозам аналитиков, в 2025 году продажи iPhone достигнут около 243 миллионов устройств, в то время как Samsung останется на уровне 235 миллионов. Главный драйвер – это новая серия iPhone 17, которая вызвала настоящий ажиотаж среди покупателей. После нескольких лет стабильности, когда многие откладывали обновления, теперь пользователи готовы тратить свои деньги на премиальные модели. Это не просто рост продаж, это заметный вызов для Samsung, который десятилетиями, напомню, удерживал лидирующие позиции. Таким образом, для Apple это триумф, а для Samsung это сигнал к срочным переменам. Конкуренция обостряется, кто предложит больше инноваций и удобства, тот и останется в игре. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.